ужасно одинокий путь. Такая божественность никому не нужна. Последним этапом 8-го испытания Тянь Рэньсюя было судить своего дедушку Тянь Даолю. Что же решила Тянь Рэньсюя? Неужели она выбросила свой божественный меч и отказалась от 9-го испытания ангела? И выжил ли Тянь Даолю? Постараемся разобраться. Судить своего дедушку для Тянь Рэньсюя, наверное, было самым тяжелым из всех испытаний ангела, потому что на кон была поставлена жизнь близкого человека. И если Тянь Рэньсюя признает его виновным, он упадет вниз в преисподнюю и погибнет. Для Тянь Рэньсюя дедушка самый близкий человек, сделать такой выбор очень трудно и мучительно. С одной стороны, она хочет пройти ангельские испытания и стать богом, а с другой стороны, она не хочет вредить родному человеку. В конце концов, Тянь Рэньсюя со слезами на глазах приняла решение. Она скорее не станет богом, чем причинит вред своему дедушке. После чего она разрушила все аватары богини-ангела и выбросила божественный меч, сказав, что такая жизнь без чувства и привязанности будет полна одиночества. Зачем она нужна? Сравнивая 8-е испытание Тансана и Тянь Рэньсюя, можно сказать, что они сильно отличаются. Цель Тансана заключается в прокачке обоих духов, воскрешении Сяву и битве с королем китов. Для этого важна сила самого мастера. Но для Тянь Рэньсюя это стало испытанием ее души, привязанности и понимания справедливости. По словам ангельского бога, именно бездействие Тянь Даолю причинило большой ущерб всей империи. Он позволил Тянь Сюньцзы преследовать секту Чистого Неба, позволил Бибидун творить зло, начав кровопролитную войну. Этот сюжет 8-го испытания полностью оригинальный, его нету в первоисточнике. Однако он многое раскрывает о Тянь Рэньсюе и очень значим для формирования и проявления характера той, что станет первым богом на континенте за последние 10 тысяч лет. Перед лицом так называемой справедливости Тянь Рэньсюя все же выбрала эмоции и чувства. Если бы она полностью отсекла все желания, то могла бы стать богом. Но стоило ли оно того? Верно ли решение Тянь Рэньсюя? В оригинальной книге не описывается ни 8-е испытание ангела, ни сюжет суда над Тянь Даолю. Но поскольку в анимации Тянь Рэньсюя сделала выбор в пользу дедушки, значит это правильно. Тянь Рэньсюя станет богом, это совершенно точно. Значит в следующей серии нам покажут, что решит богиня-ангел насчет Тянь Рэньсюя. В конце Тянь Рэньсюя выбросила божественное оружие и отказалась от 9-го испытания. Вполне возможно, это также могло быть результатом, которого хотел ангельский бог, ведь справедливый суд также требует человечности. Спасти своего дедушку могло быть верным решением для Тянь Рэньсюя, только не поддаваясь воле ангельского бога и настаивая на том, чтобы делать то, что она считает правильным, она может успешно пройти 8-е испытание. Если бы она действительно убила Тянь Даолю, испытание могло быть провалено. Как бы там ни было, Тянь Рэньсюя все же прошла испытание, но это также имело свою цену. То есть она не полностью контролировала силу ангельского бога. Лишь в будущем, когда она отсекла все мысли и желания, она смогла совершить прорыв. Но что случилось с Тянь Даолю? Можно с уверенностью сказать, что он жив. Тянь Даолю должен сыграть важную роль во время следующего 9-го испытания Тянь Рэньсюя, а именно должен стать жертвой, необходимой для наследования силы ангельского бога. Жрец или священнослужитель должен умереть, когда наследник проходит 9-е испытание. Учитывая это, вполне возможно, что изначально суд над Тянь Даолю был всего лишь иллюзией, проверкой Тянь Рэньсюя. Ангельский бог хотел увидеть, как же поступит ее преемница, и в итоге никто бы не пострадал. Получается, даже если Тянь Рэньсюя спасла своего дедушку сейчас, в 9-м испытании Тянь Даолю все равно пришлось пожертвовать, и он не мог избежать своей участи. А еще, может быть, задумкой было принести дедушку в жертву на 8-м испытании, а не на 9-м. Ответ мы узнаем лишь в будущих сериях Боевого континента. Так что, все-таки Тянь Рэньсюя поступила так, как хотела богиня-ангел, когда спасла дедушку, несмотря ни на что? Или нужно было отбросить все чувства и эмоции и убить Тянь Даолю? В чем на самом деле заключалось это испытание? Напишите в комментариях ваше мнение. А может быть, это была только иллюзия? Главное, что мы знаем, Тянь Рэньсюя продолжит испытание. Уже скоро придет очередь заключительного 9-го испытания, после чего она станет богом-ангелом и встретится с Тансаном. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.